Здравствуйте, друзья! Что, давайте знакомиться. Вот так выглядит автор канала «Неразгаданные тайны». Конечно, знакомство хотелось завязать при других обстоятельствах. Планировал сделать это, когда выпущу свое лучшее видео, но я понял, что лучшего видео не будет, что если я его выпущу, то мой прогресс остановится. Но давайте перейдем к делу. 13 августа канал «Неразгаданные тайны» Google отключил от монетизации. То есть с марта 2022 года монетизация была, но не от граждан России, а от граждан всего остального мира. Поэтому какой-то доход, но я получал. Это позволяло мне оставаться на плаву. Сейчас обстоятельства таковы, что приходится искать новые пути заработка. Поэтому, собственно, обращаюсь к вам за поддержкой. Теперь видео в первую очередь будут выходить на площадках ВК-видео и Яндекс.Дзен. Прошу понять, войти в положение, нужно их развивать. На них еще доступна монетизация. Хотя весь путь YouTube мне там придется проходить заново. Но с вашей поддержкой, надеюсь, что это произойдет гораздо безболезненнее и быстрее. И что самое главное, подписывайтесь на Boosty, Patreon, там будут видео выходить еще раньше. Да, если есть у кого-то желание поддержать меня там, буду только признателен и рад. Поэтому в первую очередь Boosty, Patreon, через какое-то время ВК-видео, Яндекс.Дзен. Но YouTube я тоже не бросаю, не для того я более 6 лет вел этот канал, чтобы вот так взять просто и сдаться. YouTube также будет доступен, пока канал «Неразгаданные тайны» не заблокирует насовсем. Видео будут выходить также в штатном режиме, по мере возможности. В общем, спасибо за внимание, спасибо за поддержку. Приступаем к работе над новым видео. Ну да, и сейчас те зрители и комментаторы, которые скажут: иди работать на завод, хочу вам сказать, как раз сейчас я еду на работу на завод. Поэтому как-то так. И, наверное, самое главное я вам забыл сказать. Да, сейчас непростое время. Вокруг нас непростые ситуации. Нам следует принимать непростые решения. Но помните об одном. Несмотря ни на что, не сдавайтесь. И пусть, если у вас была мысль сдаться и бросить все, пусть это видео будет для вас неким намеком. Сдаваться не нужно. Я не сдаюсь, и вы тоже не сдавайтесь. Все будет хорошо. Приятного просмотра. Утро. 5 июля 2017 года. На своей вилле в Бангкоке перед ноутбуком сидит мужчина. В интернете он известен только под псевдонимом Альфа-02. Этот мужчина мультимиллионер. Он живет роскошной жизнью и ездит на дорогих автомобилях. В Таиланде он чувствует себя в абсолютной безопасности. Но внезапно рядом со своим домом он слышит громкий удар. Оказывается, что мимо проезжала женщина на своей Toyota Camry и случайно врезалась в ворота этого дома. Мужчина бежит на улицу узнать, что случилось. И это его действие в дальнейшем приведет к серьезным последствиям. Женщина за рулем – это агент под прикрытием королевской полиции Таиланда. А следователи ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США ждали этого момента несколько лет. Правоохранительные органы 7 стран приближали этот день как могли. И сегодня они планируют наконец закончить охоту на короля Даркнета. Журналист Wired Энди Гринберг опубликовал статью в 6 частях об охоте на короля Даркнета. Кроме того, есть подкаст «Дневники Даркнета об операции Штык», которая будет описана далее. Глава 1. Борьба за трон. Начало 2010-х годов. Темная паутина набирает обороты. Обещания анонимности и конфиденциальности в интернете начинают привлекать все больше и больше людей. Появляется и новая форма оплаты товаров и услуг, которая не контролируется властями. Преступникам стало как никогда просто продавать свои товары онлайн в массовом масштабе.
С появлением Даркнета началась и игра между преступниками и правоохранительными органами, которая не останавливалась ни на секунду и продолжается по сей день. На тот момент самым популярным нелегальным рынком в Даркнете является Silk Road – «Шелковый путь». Платформа заработала в феврале 2011 года и обрела невероятную популярность. На этом сайте купили наркотики более 100 тысяч человек. Однако всего 2,5 года спустя администратор сайта был арестован, и Silk Road навсегда был отключен. На примере данного сайта правоохранительные органы решили заявить о своей борьбе с нелегальными действиями в Даркнете, и администратора сайта приговорили к пожизненному заключению. Однако данный бизнес является слишком прибыльным, чтобы запугать остальных участников рынка. Поэтому после закрытия Silk Road количество рынков Даркнета резко возросло. Все они начали бороться за лидерство в этой сфере. Ровно через 35 дней после закрытия Silk Road был открыт Silk Road 2.0. Сайт просуществовал меньше года. Evolution стал еще одной популярной торговой площадкой, сопоставимой по размеру с обоими шелковыми путями. Чтобы купить товар на Evolution, нужно было внести биткоин на счет внутри самой платформы. Эта схема напоминала счет условного депонирования в темной сети. И как только покупатель подтверждал получение товара, деньги с платформы переводились продавцу. Операторы Evolution ежедневно получали огромные суммы денег. А в какой-то момент они же решили просто украсть все переведенные пользователями средства, совершив так называемую аферу с выходом. Еще одним достойным преемником оригинального Silk Road стал Agora, но его основатели добровольно отключили сайт в августе 2015 года. Однако к тому времени Darknet бизнес становился слишком оживленным. Аресты, мошенничество с выходом, добровольные изъятия средств и постоянные взломы – все это шло на руку новому развивающемуся рынку Даркнета под названием Alpha Bay. В июле 2014 года человек, который называет себя в сети Alpha 02, начинает работу по созданию Alpha Bay. И всего 5 месяцев спустя ему удается успешно запустить свою платформу. Первоначально на площадке продавались только данные украденных банковских карт. Но Alpha Bay быстро начинает расширять свой ассортимент. В дополнение к картам, здесь появляются разделы с наркотиками, оружием и вредоносным программным обеспечением. А чуть позже появляется и раздел с услугами, среди которых, например, отмывание денег. При этом правилами сайта строго-настрого запрещаются 3 категории товаров и услуг: жестокое обращение с детьми, заказные убийства и кража информации о российских банковских счетах. По всей видимости, Alpha 02 не хочет связываться с российскими правоохранительными органами, а возможно, он старается притвориться русским, чтобы ввести в заблуждение следователей. Сам сайт работает аналогично Amazon. Он удобен в использовании, на нем есть функции поиска, распределения по разделам, фильтры, а расплатиться пользователь может сразу 3 разными криптовалютами – биткоином, Monero или эфириумом. Предполагается, что это обеспечит еще большую анонимность. Alpha Bay даже предлагает пользователям так называемый тумблер, в котором покупки размываются за счет объединения транзакций от нескольких несвязанных между собой людей. Платформа работает стабильно и начинает доминировать в темной паутине. В то время как другие торговые площадки то появляются, то исчезают, Alpha Bay продолжает набирать силу. Число пользователей стремительно растет. Не прошло и года с момента основания, как на сайте зарегистрировано свыше 200 тысяч покупателей и 40 тысяч продавцов. К 2017 году на сайте Alpha Bay представлено более 300 тысяч товаров, а ежедневный оборот превышает $500 000. При этом Alpha 02 зарабатывает на каждой транзакции, получая долю от 2 до 4%. Он становится мультимиллионером. Над Alpha Bay работает целая команда. У Alpha 02 есть представитель по имени The Snake, несколько модераторов, которые занимаются урегулированием споров между покупателями и продавцами, и менеджер по связям с общественностью. Учитывая взрывной успех сайта, его основатель решает отойти от повседневной деятельности. Он переименовывает себя и с этого момента становится просто администратором – админ. А все взаимодействие с руководством осуществляется только через The Snake. По мере удаления от дел Alpha 02,
Американские исследователи уделяют все больше внимания его истинной личности. Кто же является могущественным вдохновителем платформы, управляющей темной стороной интернета? Начинается масштабная охота, которая охватит весь земной шар и продлится несколько лет. Глава 2. Кто является королем Даркнета? Американские исследователи стараются выяснить, где расположены сервера Альфа-Бэй. Имея доступ к серверам, у них появится возможность либо насовсем закрыть платформу, либо тайно проникнуть на нее и в дальнейшем выйти на администратора. IP-адреса предоставляют информацию о местоположении пользователей и серверов. В закрытых сетях, таких как Tor, запросы на веб-сайты направляются через цепочку случайных серверов, разбросанных по всему миру. Такую маршрутизацию невозможно отследить. Таким образом, намеренно усложняется поиск серверов, операторов и продавцов. По этой причине американским следователям приходится идти другим путем. Они начинают просматривать платформу и анонимно скупать наркотики в надежде, что кто-то из продавцов совершит ошибку. Может получиться и так, что личность определенного дилера поможет установить упаковка товара или даже почтовая марка на нем. В этом случае дилера можно арестовать. Однако он остается всего лишь мелкой рыбешкой. Дилеры постоянно появляются и исчезают. Но следователей интересует Альфа-02. Но похоже, что создатель Альфа-Бэй принимает все меры предосторожности. Он знает все правила игры. А каждая попытка правоохранительных органов выйти на след администратора терпит неудачу. Это продолжается до декабря 2016 года. Роберт Миллер сидит за своим столом во Фресно, штат Калифорния. Он работает в DEA, Американском управлении по борьбе с наркотиками, УБН. Он работает над делом Альфа-Бэй, и до сегодняшнего дня это была довольно неблагодарная работа. Но внезапно в его почтовом ящике появляется электронное письмо. Отправитель анонимен. Похоже, что Альфа-02 допустил фатальную ошибку в первые дни существования Альфа-Бэй. Каждый новый пользователь, зарегистрировавшийся в первые дни на сайте, получал приветственное электронное письмо. Адрес электронной почты отправителя был виден в метаданных этого приветственного письма. Хотя ошибка была практически мгновенно исправлена, анонимный информатор успел сохранить одно из таких писем. Возможно, информатор был первым клиентом сайта Альфа-Бэй, а возможно, администратором другого сайта, который таким образом захотел утопить конкурента. В любом случае, он молча наблюдал, пока Альфа-Бэй растет и развивается в темной паутине, выжидал, а затем передал электронное письмо следователю из Управления по борьбе с наркотиками. Настоящий адрес отправителя был следующий: pimp, _Alex, 91, @hotmail.com. Это электронное письмо стало настоящим прорывом в деле для Миллера и его коллег. Благодаря адресу электронной почты следователи нашли фотографии Алекса, опубликованные в 2008 и 2009 годах на skyrock.com. Это соцсеть на французском языке. Алекс также добавил ссылку на старый профиль на сайте знакомств. В профиле в качестве его родного города указан Труа-Ривьер. Этот город расположен на юге канадской провинции Квебек. Согласно профилю, в то время Алексу было 17 лет. Так что цифра 91 в его электронном адресе может быть годом его рождения. В таком случае на момент запуска Альфа-Бэй Алексу было 23 года. Альфа-02 также фигурирует на техническом форуме на французском языке. В 2008 году на этом форуме он объяснял, как удалить вирус с изображения. Внизу поста указан уже известный нам адрес электронной почты, а также его полное имя – Александр Кейзес. Итак, у следователей появилось его имя. Но где сейчас Александр Кейзес? Они нашли его аккаунт в PayPal, где он также указал адрес электронной почты. С помощью его аккаунта в LinkedIn следователи также узнают, что он работает внештатным разработчиком программного обеспечения, а также руководит собственной технологической компанией под названием EBX Technologies. В соцсети следователи также обнаружили профиль его невесты, Тайки. Судя по всему, канадец живет в Таиланде. Улики приводят следователей в столицу страны – Бангкок. С помощью тайских следователей следственной группе удается выявить в стране 3 объекта недвижимости, принадлежащие Александру Кейзесу.
Один дом расположен в закрытом жилом комплексе, где Альфа-02 живет вместе со своей женой. Кроме того, есть еще один дом и особняк стоимостью $3 миллиона на окраине Бангкока. У него также есть дом для отдыха на Пхукете, и он находится в процессе покупки еще одной виллы на Кипре. Следователи начинают следить за этим человеком. Образ жизни мультимиллионера включает в себя владение несколькими автомобилями. Кейзес любит разъезжать по Бангкоку на своем Ламборгини. Агенты следят за ним, отслеживают его маршруты и его iPhone. Пока Кейзес живет в прекрасном доме со своей женой, он приглашает многочисленных любовниц в один из своих домов в Бангкоке. Следователи назвали это место холостяцкой берлогой. Кейзес является активным участником форума для пикаперов, где мужчины делятся советами, как добиться успеха у женщин. Под ником Роу Мэо Кейзес публикует статьи о консервативных семейных ценностях и ведет квазисексистский блог о своей успешной половой жизни. В остальном его повседневная жизнь протекает вполне обычно и довольно непримечательно для короля темной паутины. Он рано встает, проверяет свои аккаунты в соцсетях, работает и часто бывает дома. Время от времени он посещает языковые курсы или ходит куда-нибудь поужинать со своей женой. Исходя из этой информации, правоохранительные органы тщательно планируют его арест. В июне 2017 года, за несколько недель до нападения, несколько агентов сидят в холле пятизвездочного отеля в Бангкоке. Внезапно в этом же отеле появляется и Кейзес. Он паркует свой Porsche Panamera у входа и непринужденно проходит по вестибюлю прямо рядом с агентами. В Бангкоке тысячи отелей, но неужели агенты допустили промах? Неужели король Даркнета перехитрил их? Кейзес садится за стол в нескольких метрах от агентов. Они еще никогда не были так близки к нему. Но по невероятному совпадению Кейзес находится в этом месте ради проведения деловой встречи. И на данный момент никто из присутствующих не подозревает, что всего через месяц Кейзеса уже не будет в живых. Глава 3. Операция «Штык». На данный момент Альфа-Бэй является крупнейшим нелегальным даркнет-рынком в мире, но конкуренция высока. В Европе быстро развивается аналогичный рынок Ханса, и этот факт не дает европейским властям покоя. Правоохранительные органы Нидерландов обнаружили серверы Hansa Market благодаря наводке специалиста по безопасности. Эти серверы находятся в центре обработки данных в Нидерландах. Перед следователями открывается уникальная возможность. Они мониторят сервера, копируют данные и просматривают бесчисленные записи в чатах операторов сайта. Следователи выясняют, что операторы – это немцы, которые, скорее всего, продолжают жить в Германии. Вместе с Федеральной уголовной полицией Германии голландцы хотят взять Hansa Market под свой контроль. Однако внезапно Hansa исчезает с голландских серверов. Вероятнее всего, администраторы обнаружили, что данные с их серверов были скопированы. В чатах операторов следователи также находят несколько биткоин-адресов. Они начинают отслеживать транзакции, пока биткоины не попадают на голландскую криптобиржу. Следователи связываются с биржей и запрашивают данные. Выясняется, что биткоины уходят в Литву. Вместе с местными властями немцы и голландцы пытаются найти новые серверы. На этот раз власти хотят нанести удар. Но тут случается нечто неожиданное. ФБР сообщает европейским коллегам о своих планах арестовать Альфа-02 и закрыть Альфа-Бэй. Таким образом зарождается операция «Штык». Операция проводится под руководством ФБР и УБН и предполагает сотрудничество правоохранительных органов в общей сложности 7 стран. В операции также принимает участие Европол. ФБР поручено подождать ликвидации Альфа-Бэй до тех пор, пока голландцы в сотрудничестве с немцами не возьмут под контроль Ханса. Если Альфа-Бэй будет ликвидирован, Ханса наводнят новые покупатели и продавцы. Такое часто встречается в Даркнете, если сайт закрывается, или же если происходит мошенничество с выходом. Покупатели и дилеры просто переходят в другое место. Но на этот раз пользователи переходят на сайт, который был взят под контроль правоохранительными органами. С такими данными голландцы могли бы осудить тысячи ничего не подозревающих преступников. Это просто лакомый кусочек для следователей. Александр Кейзес ни о чем не подозревает. Он продолжает разъезжать по Бангкоку на своем Ламборгини, пишет статьи на своем любимом форуме и изменяет своей жене.
20 июня 2017 года в Литве успешно завершается первый этап операции. Голландские правоохранительные органы берут под контроль литовский центр управления данными. В то же время власти Германии арестовывают двух операторов рынка Ханса в Зигене и Кёльне. Операторы не успели никого предупредить перед арестом. И теперь рынок Ханса находится под контролем голландцев. И никто в темной паутине не знает об этом. Переносимся в Бангкок. 5 июля 2017 года. Выпущен ордер на арест Кейзеса. Сегодня королевская полиция Таиланда, УБН и ФБР арестуют администратора Альфа-Бэй. Спустя более 2 лет Альфа-02 наконец-то может быть обезврежен. Серая Toyota Camry едет по тупиковой дороге в сторону дома Кейзеса с агентом королевской полиции Таиланда за рулем. Она говорит охраннику, что повернула не туда. Женщина якобы хочет развернуться, но опять же якобы случайно немного задевает ворота дома Кейзеса. Поднявшийся шум выманивает Кейзеса из дома. Он бросает все и тут же выбегает на улицу. Этот момент очень важен. При наилучшем раскладе на момент ареста его ноутбук должен оставаться разблокированным. Если жесткие диски окажутся заблокированы и зашифрованы, властям будет куда сложнее получить доступ к Альфа-Бэй. Кейзес выходит из дому и подходит к Тойоте. У него в руках сотовый телефон. Внезапно в сторону Кейзеса выбегают несколько полицейских, чтобы схватить его. Он пытается забежать в дом, скорее всего, чтобы успеть выключить ноутбук. Но его схватывают. Следователи заходят внутрь и пытаются найти ноутбук Кейзеса. Ноутбук находится в спальне, он включен и разблокирован. Детективы взяли его. Альфа-02 все еще подключен к серверу, на котором размещен Альфа-Бэй. Следователи просматривают ноутбук и находят несколько паролей к сайту и серверам Альфа-Бэй. Состояние арестованного канадца составляет $23 миллиона. Власти конфисковывают его роскошные автомобили, дома и миллионные сбережения в криптовалюте. Жене Кейзеса предъявляют обвинение в отмывании денег. А неделю спустя, 12 июля 2007 года, Александр Кейзес погибает. По официальной версии он совершил самоубийство, находясь под стражей. Король темной паутины навсегда ушел в историю. Закрытие Альфа-Бэй намеренно держится властями в секрете до поры до времени. А затем платформа отключается. Но ни у кого из пользователей нет ответа на вопрос, почему это случилось. То ли это мошенничество с выходом, то ли взлом, то ли администраторы решили прекратить свою деятельность. Остается только гадать. Ответ знают только правоохранительные органы. Как и ожидалось, многочисленные пользователи тут же эмигрируют на другие рынки Даркнета, включая Ханса. В течение 4 недель голландские власти наблюдают за тысячами преступников, торгующих на платформе. Все это время следователи собирают ценные улики. А 20 июля 2017 года рынок Ханса также закрывают навсегда. В тот же день Министерство юстиции США объявляет о закрытии Альфа-Бэй Ханса, что является громадным успехом для всей правоохранительной системы. Сегодня Министерство юстиции объявило о закрытии Даркнет рынка Альфа-Бэй. Это закрытие крупнейшего Даркнет рынка в мировой истории. Темная паутина сама себе не является технологией зла, предназначенной только для преступников. Нам нужны места в сети, где информаторы и журналисты будут чувствовать себя в относительной безопасности. А торговые площадки вроде Альфа-Бэй и ей подобных все еще являются частью общей картины. Глобальная игра в кошки-мышки между администраторами таких рынков и правоохранительными органами все еще далека от завершения. Спрос на наркотики, оружие, фальшивые деньги и вредоносное ПО слишком высок. Прошло относительно немного времени, прежде чем об Альфа-Бэй и Ханса Маркет забыли, а пользователи перешли на другие существующие платформы. Появилось несколько новых рынков, которые позиционируют себя лучше, чем прежние лидеры. Так, например, российский рынок Хайдра на пике своего развития был в 2 раза крупнее Альфа-Бэй. Но в 2021 году он также был закрыт при сотрудничестве немецких и американских властей. И теперь встает вопрос: кто же станет новым королем Даркнета? Одним из наиболее многообещающих претендентов остается The Snake. Он перезапустил Альфа-Бэй в 2021 году и по сей день управляет этим рынком.